Всем привет! Буквально вчера в Steam вышел новый симулятор. Это симулятор рыбалки. Называется Ultimate Fishing Simulator. Я его купил и решил снять для вас честный обзор. Итак, начнем. Первый плюс игры, несмотря на то, что это альфа, у нее уже все на русском. Переведено все более-менее адекватно, за исключением выбора языка. Русский язык почему-то назван у нас польским. Хотя реальный польский, видимо, вот тут. Давайте продолжим. Подсказки, видите, все на русском. Итак, приступим. Изначально нам дают вот такой вот наборчик. Удилище есть, катушка есть, леска есть. Лесну убираем. Выбираем поплавок. Глубина выставляется здесь. Крючок. Приманка вот эта изначально. И отправляют вот на это место бесплатное. Загрузочка у нас идет. Итак, мы с вами на рыбалке. Можете сразу оценить графику. Для симулятора в рыбалке графика вполне себе зачетная. У меня на ультра настройках 30-35 FPS. Без стрима даже больше. По F5 у нас есть баг репорт. С учетом того, что это еще ранняя альфа, думаю, нам это пригодится. Вроде как реализованы погодные изменения. Но с учетом того, что время у нас тут в игре реальное, как вы видите. Я думаю, что дождаться будет нереально. Давайте поймаем первую рыбу и оценим с вами игру. Заброс по левой кнопке. Водичка сделана приятно, да? Блики, отражения. Можем посмотреть на нашу насадочку. Лесочка вот тянется, натягивается. Приманочка подтягивается даже. Поплавочек, видите, шевелится. Вот, птички летают, солнышко светит.
Судя по травке, видимо, весна, наверное, поздняя, да? Клюет. Вы видели это? Подсекать правой рукой. Ой, правой рукой. Да, правой кнопкой. Смотрите, какую рыбу мы поймали. Колесиком вот можно накрутить фрикцион справа. Видите, стало 10. Правой кнопочкой можно удилищем подтягивать, левой мотать. Мы поймали сильную рыбу, она сопротивляется. Весь процесс вываживания состоит в том, чтобы не дать зайти в красную зону натяжения. Сейчас мы с вами поймаем одну рыбу, чтобы вы этот процесс оценили. И продолжим. Вот смотрите, рыбка устала. Она начинает подходить, видите, к берегу. Видимо, рыбка не крупная. Сама подходит. Молодец, выходи. Отлично. Мы поймали огромного арктического гольца. Рыбку можно либо продать, либо выпустить. Если мы ее выпустим, мы вообще не получим денег, но получим чуть-чуть больше опыта. Давайте ее продадим. На Escape у нас меню. И можно как бы сменить, допустим, снасти. Давайте попробуем вертушку. Попробуем леску на 2,5 килограмма. И попробуем удилище. У удилища есть один параметр прочности. Возобновить. И мы снова на этой рыбалке. Заброс по левой кнопке. Фрикцион колесиком. R и F скорость выматывания. На C можем посмотреть, где наша блесна, и начать ее выматывать. Поймали. Смотрим, кто там. Опять голец. И вот, смотрите, вам сразу первый минус этой игры. Я вроде бы поставил леску на 2,5 килограмма, удочку. И мне все равно пишет, вот натяжение, я не могу его оттуда выковырнуть. Видите, как только я закрутил фрикцион, такого же гольца на 2 килограмма я уже достать не могу. Смотрите, что будет, если это все дело зайдет в красную зону. Леска лопнула из-за натяжения. Вот такой вот симулятор. Как ни странно, дальность заброса не зависит ни от удилища, ни от толщины лески. Смотрим дальше. Дальность заброса у нас зависит только из-за виртуального уровня, который мы прокачиваем. Возвращаемся в оснащение, мы вернуться не можем. Нажимаем U, достаем, и тогда мы можем зайти в оснащение. Смотрим дальше, что же у нас есть. Тройники. Оказывается,
Максимальное количество приманок, которые можно одеть на крючок, зависит от количества крючков, как это ни странно. Видите, на тройнике можно 3 приманки одеть. Поплавки у нас, как ни странно, тоже идут по возрастающей. Поплавок на 26 грамм и покруто. Приманки тут самые разные. Икра даже есть. Опарыши. Все остальное. Плесны у нас представлены вращалками и колебалками. Вращалочки у нас. Воблеры. Резина. И подсак. К сожалению, удилища у нас не разделены по классам. То есть на одно и то же удилище можно ловить спокойно. На поплавок, на воблер, на джиг, на все что угодно. Катушки имеют только одну характеристику. Две. Прочность и коэффициент торможения. Леска у нас тоже имеет две характеристики. Это прочность и толщина. В чем еще нужно сказать? Крючки и приманки у нас идут по размерам. Видимо, от этого зависит размер пойманной рыбы. Размер 4,5, как вы видите. Тут размер будет 1,5. К сожалению, на данный момент игра представляет из себя не симулятор, а обычную аркаду. Зацепы не реализованы. Удилища не реализованы. Удилища, видимо, так и будут нелицензионные. Какие-то виды рыбалки специализированные не реализованы. И то, что мне больше всего не понравилось, я так понял, что это реализовано и не будет. Хотя игра позиционирует себя как симулятор рыбалки. Вроде бы заявлено, что игра поддерживает разные типы проводки. Но я особой разницы не заметил. Все решает только скорость проводки. Для разных рыб она разная. Слишком высоко наша приманочка поднялась. Так что, к сожалению, эту игру я вам покупать, посоветовать, ну, никак не могу. Разработчики обещают ввести зимнюю рыбалку, еще какую-то ерунду, разные локации. Но над самим процессом рыбалки, над механизмом, как я понял, они будут работать в последнюю очередь. Только на весну там обещаны какие-то изменения по механизму рыбалки на их сайте в Roadmap. Плюсы у игры, конечно, есть, как вы видите. Это графика. Это простой переведенный интерфейс. Но при условии, что вы готовы играть в обычную аркаду. Игровой процесс мне напоминает какую-нибудь русскую рыбалку, которая вышла на телефоне еще 5 лет назад. Ничего интересного. Графика за 10 минут надоедает. И хочется эту игру закрыть. Поэтому без вариантов. Буду делать в стиме возврат. Надеюсь, вам этот ролик был полезен. Вы для себя смогли игру оценить и принять решение, покупать игру, не покупать. Если не трудно, пожалуйста, подпишитесь на каналчик, поставьте этому ролику лайк или дизлайк.
И напишите в комментарии, что же вы для себя решили по поводу этой игры. Будете ли вы ее покупать? Или вы, как и я, решили, что это совсем не симулятор, и вам такая игра тоже не подходит. Всем удачи, ребята!